Привет, дорогие друзья! С вами Ева, канал Ева Оракл. Это пространство для людей, которые стремятся к гармонии, счастью и любви. И сегодня я подготовила для вас просмотр. Будем читать из потока. Помощником у нас сегодня будет карточка ведьм, даже не Таро ведьм, а Оракл ведьм. Очень интересная колода. Тут такие, прям смотрите, какие большие, огромные карты. А тема сегодняшнего расклада будем смотреть, что же нового входит в вашу жизнь, что вот просто новое врывается, оно уже не то, что на пороге вашей судьбы, оно уже просто вплетается в вашу судьбу, и вы это уже чувствуете где-то, вот знаете, вот в своем поле, в своей ауре, но еще даже, может быть, не можете облечь в свои слова. Здесь, видите, какая очень красивая задняя часть колоды. Я сегодня так стала, чтобы солнышко было мне не в глаза, а я могла без очков. У нас позади цветение, голубое небо. Сегодня достаточно ветрено, поэтому я утеплилась. Вот, и мы сегодня с вами загадываете, как обычно, два варианта. Будем смотреть, что врывается в вашу жизнь, что новое входит, какая структурная перестройка у вас грядет в ближайшее время. Я всегда говорю, что вот и первый, и второй вариант, который я записываю, вы знаете, мы же тоже личности многогранные. Сегодня одни, завтра другие, поэтому советую вам смотреть оба варианта, потому что возможно, в каком-то из вариантов прозвучит какая-то фраза, которая, знаете, вот она вас зацепит, и она будет как поворотным крючком для вас. Очень часто бывает, что вроде бы мы много слушаем, знаете, как книгу читаешь, целую книгу, и там пустота. Вот. Поэтому очень советую слушать весь расклад, даже если вы выбрали какой-то из вариантов. Ну что, поехали, единички, сейчас я на вас настроюсь. Смотрите, какая сразу для вас карта выходит. Give into passion. В общем, отдайся страсти, отдайся потоку, и на самом деле в вашу жизнь входит, знаете, что новое. Я даже еще до того, как посмотрела эту карту, с таким, видите, воодушевлением начала записывать это видео. Хочется много болтать и говорить, потому что в вашу жизнь выходит такое, знаете, жажда жизни. Вам будет хотеться действовать, наслаждаться, творить. То есть у вас появляется энергия, видимо, после коридора затмений, после всех тех событий зимних, которые были. И неважно, в какое время года вы смотрите этот расклад, возможно, вы пережили какой-то очень сложный период, эмоциональное опустошение, грусть и печали, у вас было разочарование. Так вот, к вам возвращаются силы, и вам захочется творить, воссоздавать, и весна будет этому способствовать. Поэтому к вам в жизнь входят новые эмоции, желание что-то с кем-то даже вместе воссоздавать. Поэтому, да, вот я сразу сказала с кем-то вместе, потому что... да, то есть отдайся любви. У вас будет абсолютное, знаете, желание вот с кем-то вместе создавать что-то вместе, творить, и это прекрасно. Поэтому вы не будете одиноки. Видите, тоже здесь полнолуние. Как раз вот только у нас была полная луна, затмение. В общем, все знаки к этому. Поэтому у вас идут возможности со страстью, с любовью. Возможно, или вы будете входить в какой-то новый проект и что-то там создавать, у вас какие-то идеи появятся. Или у вас появится человек, с которым вам захочется отдаться этой страсти. Поэтому, если посмотреть мой предыдущий расклад, посмотрите первый, собственно, на этом канале, вы там посмотрите и увидите ответы, что на самом деле очень многим в марте и вообще в ближайшее время в их жизнь входит любовь и какие-то новые встречи. Поэтому давайте дальше смотреть единички, что еще входит в вашу жизнь. Такая колода большая. Tears of Joy and Sadness. Очень интересная карта, сейчас вам тоже покажу. И на самом деле, тут видите, какая карта? Девушка смотрит в зеркало, на самом деле она грустит, в зеркале она улыбается, но она тоже плачет. На самом деле к вам приходит мудрость и понимание, что бы ни происходило в жизни, даже какие-то очень сложные, непростые ситуации, они, понимаете, они, с одной стороны, приносят нам какую-то боль, приносят переживания. То есть любая трансформация – это естественный процесс, что мы можем переживать, ну, скажем так, болезненные чувства. Но поскольку вы уже такие мудрые ведьмочки,
Опять эта карта. Вы мудрые ведьмочки, да? Вы научитесь любые любовные переживания, житейские переживания все равно воспринимать позитивно, понимаете? Это самый главный навык, потому что если реагировать, скажем так, через призму черного полотна на всю жизнь, да, замыленных глаз, то вы все время найдете повод разочароваться, разозлиться, расстроиться. Поэтому обязательно следите за тем и принимайте в свою жизнь этот навык, встроите эту свою жизнь, привычку радоваться любым обстоятельствам, потому что все сделано в этой жизни для нас с любовью, понимаете? Вот. Тяжело колоду эту мешать, она очень огромная. Ну и что нового входит в вашу жизнь? В общем-то, умение наслаждаться. Посмотрите, как это классно. Там цветы абсолютно такого же цвета, как у нее. Ну, представляете? Да. Изобилие, богатство и наслаждение, все это входит в вашу жизнь. Единички, посмотрите, как классно. Ну, я не знаю, как поставить вам, чтобы вы увидели. Посмотрите, как красиво. Давайте еще в какой сфере будет это происходить. Давайте посмотрим. Видите? Да, но это будет все-таки в творческих каких-то начинаниях, в том числе. У вас будет эмоциональная перестройка. Вы найдете баланс, и вы научитесь наслаждаться жизнью. Вот то, что я сказала до этого, да, то есть вы не будете больше проливать слезы впустую, вы будете из всего извлекать урок, жизненный урок, который будет давать вам оптимизм, потому что любую ситуацию, вы знаете, сколько я с девочками работаю на консультациях, да, когда происходит какая-то ситуация, и кажется, что я от нее страдаю, чего-то мучаюсь, но потом звучит главный вопрос, а для чего мне это нужно было? И ты смотришь все причины, для чего это происходило в твоей жизни, и ты просто очаровываешься, ты понимаешь, что на самом деле это создано с такой любовью, это сделано для тебя, и ты просто, ну как сказать, начинаешь улыбаться от счастья, от того, что это происходит, понимаете? Так, ну что, давайте дальше смотреть, что еще единички, что еще входит в вашу жизнь. Огонь, страсти, ну вот, скажем так, то, что я изначально и смотрела, Follow Your Dreams. То есть, понимаете, вы начнете действительно почувствуете силу, энергию и какой-то, знаете, такой внутренний подъем жизненной энергии для того, чтобы пойти к чему-то новому. Вы вдруг вспомните, ой, а я тогда хотела то, а я хотела это. А я вообще мечтала о том, чтобы в моей жизни вот такая вот была картинка, или такие вот были обстоятельства. И вы как будто бы все остальное оставите позади во тьме, и вы как бы отдадитесь этому потоку, вы как бы полетите вперед. У вас такая будет внутренний огонь, такая будет внутренняя страсть у единичек, что вы просто поразитесь тому, как буквально еще вчера вы были в застое, вам ничего не хотелось, вам казалось, что у вас нету сил, а тут буквально за какие-то считанные часы и дни у вас как бы такой подъем, вы просто хотите порхать, вы понимаете? Это будет очень большой, классный подъем для вас. Очень важный момент. Ну и давайте еще посмотрим последний момент, что еще вновь врывается в вашу жизнь. Мне кажется, что-то про сферу отношений. Да. Однозначно, я так и знала, что про сферу отношений придет. Видите? Две карты. Первая карта Affirmation for Healing the Heart. Да? То есть первая часть это про отношения, а вторая Connect with Gaia. Я сейчас объясню, что эти карты значат, потом вам их еще раз покажу детально. Вы знаете, в вашу жизнь приходит, опять же, вот такая вот мудрость, где вы в отношениях с людьми, в отношениях с мужчиной, вы начнете понимать, что близкие отношения, это для того, чтобы построить такие близкие глубинные отношения, нужно построить глубинные отношения с собой, понимаете, соединиться со своими страхами, со своими болями и настолько вот им как бы открыться и довериться, потому что когда вы сами открываете себе, то вы сможете открыться и довериться партнеру. Поэтому если вы находитесь в отношениях, то ваши отношения однозначно перейдут на новый уровень, понимаете, аффирмации на исцеление сердца, да, и в ваших отношениях будет потепление однозначно, видите, здесь огонь, вы просто будете счастливы на самом деле от соединения вот с этим потоком, поэтому, ой, какое солнышко,
Вот, видите, теплый огонь входит. Так вот, это тепло обязательно в вашей жизни будет появляться через ваше внутреннее прозрение, соединение с собой, внутри с вашей же сердечной чакрой. Поэтому в ваших отношениях или будет потепление, или я вот думаю, что у единичек, вы знаете, у вас будут появляться совершенно другого плана партнеры. Если вы привыкли к партнерам, которые, скажем так, посмотрите, как классно эта карта. Вообще просто вот сегодня, вот не зря, видите, я одела и эту, видите, я делала сегодня шапку, потому что ветер. И у нас колода тоже ведьмочек. У меня сегодня рука потянулась именно к этой колоде. Видите, как красиво? Поэтому у вас однозначно или потепление с этим партнером, в которых вы уже в отношениях, или в вашу жизнь входит качественно новый партнер, с которым вы сможете сердцем расслабиться. Вам не нужно будет притворяться, упрощаться, как-то утаивать свои эмоции. Вы настолько сможете легко разговаривать с человеком, доверить ему свои чувства, доверить ему, возможно, свои боли, свои истории, все, что с вами произошло, и прильнуть на плечо, понимаете, получить такую поддержку, вот это однозначно входит в вашу жизнь, вы не будете однозначно одна. Ну да, вот последняя карта. Вы не будете одна, у вас будет происходить магия, чудеса, вы будете, знаете, вот в такой трансформации находиться, которая на самом деле уже не тяжелая, которая была у вас раньше, а трансформация как бы на вектор вперед. То есть у вас будет происходить перерождение, вы будете обрастать какими-то новыми связями, новыми эмоциями, энергией. То есть на самом деле у вас входит очень много новой энергии, новых сил и новых возможностей это создавать, что-то новое в своей жизни. Вот. Почему-то у нас все вот постоянно эта карта. Самое главное, что входит в вашу жизнь, вы не будете одни, понимаете? У вас или будет какая-то, вот как в прошлом мы рассказе с вами смотрели, да, у многих на Мартер проиграется, что появится какая-то подружка. Опять после полнолуния, да, подружка, может быть, какой-то друг, какое-то знакомство, где вы сможете почувствовать с человеком абсолютно один вайб, одно, как бы у вас будет одна тема, у вас, или вы прошли определенные одинаковые обстоятельства, вы настолько будете друг друга понимать, или в вашу жизнь появится мужчина, понимаете, парочка, все парочками. То есть или появится мужчина, с которым вам не придется постоянно объясняться, вам не придется себе объяснять, вам не придется что-то доказывать, вам не придется доказывать вашу реальность и так далее. Потому что часто в отношениях женщины, как я уже говорила, что-то притворяются, упрощают для того, чтобы сохранить этот союз. Так вот, вам этого не понадобится. Вы входите в совершенно новую эру. Посмотрите, как это классно. Вот такие вот у нас единички. Давайте перейдем к двоечкам. Вариант номер 2. Ой, какое солнышко. Буду заряжаться солнышком. Сейчас буду пока смотреть на солнышко и подключаться к двоечкам, потому что двоечки, ой, они такие другие, ой, это такие благородные леди, они такие неторопливые, вы знаете, вот они такие вот, почему-то вот сразу такое бальное платье выходит, они такие, знаете, чувственные, вот не зря та карта пришла, вот и платье тоже, во-первых, они чувственные очень. Очень тонкие. Им нужна, вот там была карта, да, где она там, я уже ее шла, да, где мужчина и женщина на плече. Так вот она тоже о вас, потому что вы такая. Но в вашу жизнь, вот вы понимаете, вы такая очень благородная леди. Вы не игривая, вы не резкая, вы очень мягкая, вы королева. И в вашу жизнь, хотя вы привыкли жить достаточно размеренно, в вашу жизнь входит такая вот легкость и игривость. То есть вы, может быть, немножко вот в этой своей, скажем так, элегантности, благородности, медлительности, вы немножечко упускаете какие-то возможности, что-то теряете, но вот в ближайшее время в вашу жизнь входит такая подвижность, игривость, то есть появятся какие-то обстоятельства, появятся какие-то люди, будут какие-то вещи, которые зажгут ваш огонь, и вы вдруг такая встепенетесь и подумаете, ой, а можно жить гораздо более как бы легче, подвижно, легче, и вы станете легче, то есть вы немножко вот такая, знаете, вот это вот благородство и тяжесть, которая есть, они не уйдут от вас, но они, скажем так, немножко забирают у вас какую-то, знаете, возможность, я смотрю, от жизни, и вы из-за этой медлительности что-то можете упускать. Так вот, в вашу жизнь войдет возможность все делать налегке, понимаете? Наслаждаться этим. И не бояться быть такой, знаете, немножко дурачиться, немножко быть такой легкой. От этого как бы вас не перестанут уважать, и вы сами себя. Вот.
Affirmation for acceptance. Да, вот, видите? Потому что вам кажется, что если вы будете такая, понимаете, немножечко такая сдержанная в эмоциях, то вас не обидят, вас не заденут, у вас не случится в жизни ничего плохого. Понимаете, вы таким образом себя оберегаете немножко от плохих каких-то вещей, от событий, которые ворвутся внезапно в вашу жизнь. Поэтому вот это вот уходит из вашей жизни. И вы начнете, знаете, как будто бы гораздо проще ко всему относиться. И вы поймете, что на самом деле по судьбе, да, вы сможете себя защитить, и у вас по судьбе все будет хорошо. То есть вам не нужно, ну как сказать, постоянно держать вот эту вот оборону на чеку, ожидать чего-то плохого. Вы поймете, что вы сами творите свою жизнь, и вот эта смелость и наслаждение жизнью, она придет, и вы по-другому начнете себя вести. Вот это вот новый способ поведения, новый способ взаимодействия с миром, он однозначно в ближайшее время появится в вашей жизни. Давайте посмотрим. Почему-то опять вот эти две карты выходят. Ну вот, да, я еще посмотрела, вот эта карта опять же с водой, да, идет. То есть новые эмоции, течение будет, да. Это снова карта выходит и у единичек и двоечек, потому что сейчас многие проходят вот эту вот эмоциональную перезагрузку. Смотрите, как красиво, да. То есть у вас change и progress, да, изменения и прогресс, то, что я вам сейчас сказала, вы будете за счет этого, за счет того, что уже будете гораздо смелее, более, скажем так, яро подходить к изменениям, и ваша жизнь, видите, она сразу же забурлит. Начнут происходить события, потому что когда вы застываете, когда вы просто вот так вот держите ситуацию, вам кажется, что это просто потому, что вы в такой позиции королевы, но на самом деле вы замороженная королева, снежная королева, да, вот. А вам нужно, чтобы энергия, как фонтан, текла, циркулировала постоянно. Поэтому вот это однозначно входит в вашу жизнь. Это я вот прямо с потока чувствую, я прям соединилась, как вы немножко размораживаетесь, растормаживаетесь. Вот. Давайте дальше посмотрим, что еще входит для вас, двоечки, в вашу жизнь. Ну вот да, Joy and Delight я уже сказала, но почему-то эта карта снова выходит. Вы знаете, почему она снова мне вышла? Потому что, вот я не могу сейчас пытаюсь в слова облечь, снова эта карта выходит. Потому что у вас, знаете, такой был момент, что вы какие-то вот из детства остались у вас нереализованные мечты, и вы на самом деле вроде бы такая уже взрослая, зрелая тетенька, но в душе вы настолько непосредственная девочка, которая доверчивая, такая светлая, ну, вы настолько, скажем так, открытый человек, и из-за событий, которые у вас были в жизни, вам часто приходилось закрываться. Так вам говорят, что вот нельзя закрываться, и новое в вашу жизнь приходит как раз вот этот вот способ жить совершенно по-другому, понимаете, не закрываться от жизни и понять, что вы в безопасности. И жизнь уже другая. То, что было в детстве, то, что было раньше, это было. Оставьте это позади. То, что было в прошлом, оставьте позади. Понимаете? А сейчас в вашу жизнь приходит, видите, вот здесь уже все у вас есть, у вас это изобилие, наслаждайтесь. А вы до сих пор живете в страхах. Вот вам эти страхи нужно уходить, и вот новая возможность, ну, скажем так, оставить прошлое позади и действительно наслаждаться жизнью, это вот входит в вашу жизнь. Ну да, так оно и будет. Поэтому не зря эта карта второй раз вышла, видите, очищение тела и духа, да, это то, что будет у вас происходить, то есть вы поймете, что на самом деле вот все, что происходило раньше, это было давно, вы от этого очиститесь, вы от этого уйдете, и вам будет действительно очень хорошо и очень комфортно, расслабленно, вы поймете, что вот да, я прошла столько всего, но я теперь другая, и моя жизнь другая, и вот это вот обновление, оно войдет в вашу жизнь, понимание, что, ну, вы, скажем так, управляете процессом, и вы больше, скажем так, не маленькая девочка, которую могут обидеть или навредить. Вы теперь взрослая леди, которая умеет восстанавливаться, у которой есть инструменты, кристаллы, медитации, природа, она умеет восстанавливаться, видите, регенерация, восстановление,
она может восстановиться себя, понимаете, уже по-взрослому пережить этот процесс, не закрываться, а по-взрослому она может уже пережить этот процесс, и вы этому научитесь, и это входит в вашу жизнь. То есть привычка как бы закрываться, она уходит. Вы будете открываться и по-новому научитесь, скажем так, перерабатывать все жизненные события. Вот интересно, опять и у двоечек тоже заканчивается расклад на вас тоже этой картой, потому что волшебство. То есть у вас будет столько всего происходить, вы посмотрите. Там, да, imagine and envision, то есть все, что вы себе создадите, понимаете, и дом, и деньги, и удача, и любовь, и она все это прописывает, потому что очень советую все это прописывать, понимаете. То есть сейчас с той энергией, которая у вас появляется, и, скажем так, с той новой версией себя, которой вы становитесь, вы сможете, скажем так, совершенно другие картинки визуализировать и посылать во Вселенную, потому что мы создаем свой мир своими мыслями, своими словами, своими, скажем так, как сказать, аффирмациями в этот мир. Поэтому для вас будет совершенно новый способ жизни, когда вы живете именно в формате Творца, понимаете? Вы воссоздаете все, что вы хотите, все, что вам нужно в этой жизни, понимаете? Это очень классно, и вы поймете, что вам не нужно, скажем так, ждать от судьбы каких-то подарков. Вы будете сама создавать судьбу, привлекать в свою жизнь все, что вы захотите. Вот этот новый навык такого это ведьмочки, Everyday Witch, понимаете? Каждый день вы будете воссоздавать для себя эти ситуации. Каждый день у вас будут возникать идеи, мечты, и вы должны их записывать, вы должны их визуализировать, вы должны их проживать, и они тогда обязательно появятся в вашей жизни. Вот так вот. Такие сегодня интересные у нас вещи, что входит в вашу жизнь. Надеюсь, вы возьмете для себя что-то полезное. Ну и давайте последнюю карту возьмем для всех. О, класс, Ground and Center. Ну, эта карта действительно, она вот прям супер, прям подходит. И снова, и снова, и снова любовь, снова доверие, снова близость, понимаете? Вот оно, вот с чем, что вот эти вот все, что новое входит, что оно приносит в вашу жизнь. Близость с человеком и абсолютное ваше воссоединение с потоками, с собой, со своим внутренним я, со Вселенной, этот внутренний диалог. То есть вы просто раскрываетесь процессу и наслаждаетесь. Ну вот что может быть лучше? Вы только посмотрите на эти карты. Какие они красивые и какие они дают ответы. Восхитительно. Ну, в общем, я думаю, что в целом, если подрезюмировать для единичек и для двоечек, ой, что такое, ну вообще, ну это выпрыгнуло под конец, когда уже собиралась заканчивать видео, любовь входит, потому что когда вы проживаете все эти трансформации, дорогие друзья, когда вы проживаете все эти медитации, когда вы проживаете все травмы, когда вы позволяете себе уйти из прошлого, понимаете, впускаете новое в жизнь, то, конечно же, этим всем правит любовь. Вот. В общем, я желаю вам всем счастья, гармонии, и пусть все новое, что вы хотите, войдет в вашу жизнь и займет ваше сердце. У нас с вами была Ева Оракул. Обязательно пишите в ваших комментариях, какой вам вариант срезонировал, или, может быть, какие-то отдельные слова. Мне это очень важно. Оставляйте в комментариях ваши предложения на темы для следующих видео. И обязательно подписывайтесь на канал, если вам резонирует все, что здесь происходит, если вам нравятся мои расклады. Если вам нравится чтение из потока, подписывайтесь на канал, ставьте обязательно, пожалуйста, лайк, чтобы другие девочки тоже могли увидеть когда-то видео на просторах YouTube. Канал маленький, только создала его буквально на этой неделе, поэтому я жду вас в следующих видео. Пока!